Решил все-таки плыть на проклятый континент? Нет, хочу на Шахтерские острова. Ладно, хорошо, Лололошка. Ради тебя я готов попробовать. Я совсем не разбираюсь в песчаных течениях. Фух. А? Это что такое? Подожди. О боже! Вот. Боже, Да. боже, что это? Да, рабский Лолошка в поиске пропавших вещей и собственных воспоминаний. Именно так коротко можно описать мое бренное существование прямо сейчас. Надеюсь, Бурис вот-вот вернется и принесет хоть какую-то информацию про грабителей. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, где мы служим и ждем и служим. Но моя мотивация найти вещи из самой первой серии этого сезона на запредельном уровне, черт возьми. И нет, дело не только в том, что это просто какие-то там крутые вещи. Дело в том, что это именно те вещи, которые моему персонажу позволят лучше понять и вспомнить, кем он является на самом деле. Заметили вы или нет, но такие термины, как мироходец, искра, междумирец на протяжении всего этого сезона еще ни разу не произносились. И это, да, делает данную историю куда интереснее, потому что кто-то ведь должен рано или поздно прервать это молчание. Это буду я или кто-то другой. А еще у меня есть маленькая грязная поверхностная история. Если брать во внимание факты из «Голоса времени» предыдущего сезона, то получается Акетра тоже мироходец. И если это так, то вполне понятно, почему при знакомстве она сказала, что ее интересуют новые знания и истории, потому что она привыкла их получать. Она же мироходец, черт возьми. Но самое главное, становится легко объяснить, откуда у нее все эти богатства. Опять же, потому что она вполне возможно мироходец. Но, опять же, я не утверждаю, что это 100% факт, поэтому, пожалуйста, не бейте меня. Так, короче, не отвлекаемся. Прежде чем продолжится сюжет, у меня шикарная идея. Я прямо сейчас... Представляете, леди Акетра разрешила проводить ритуалы поклонения к Нефмтити в моей комнате. Это так много для меня значит. Я пообещал ей, что ни в коем случае ничего не запачкаю кровью, и она разрешила. Простите, я понимаю, что обсуждать ритуалы абдов вам не особо интересно, но в моей жизни ничего больше не происходит. Я счастлив жить так, как живу сейчас. Хотя иногда я все-таки думаю, а что было бы, если бы я жил как, например, Синдбад? Вечно какие-то путешествия, какие-то открытия, суета. О, нет. Я бы так не смог. Точно не смог. Весь адреналин я получаю из поклонения великой богине, а жизнь моя... Она и так была полна страданий и лишений. Кстати, Лолошка, а этот Синдбад... Где он сейчас, вы знаете? Так, блин, Абди, слушай, я вообще на самом деле тебе морковку хотел подарить. Но, ладно, благо то, что ты здесь. Синдбад, да кто знает, куда его забросила судьба. Синдбад занимается любимым делом, Абди, так что не нам его с тобой судить. Синдбад на Шахтерских островах ищет очередной огонь. Кстати, вот про огни. Надо почаще поднимать тему про огни, потому что Абди, получается, наверное, что-то знает, да? Но просто он каждый раз говорит, что это детская сказка, детская сказка. Может быть, все-таки что-нибудь? Вот дурака. В мире столько занятий интересных, а он выбирает искать то, чего не существует. Где опять ты за свое? Почему ты так уверен, что огней не существует, а? Если ему это нравится, то почему бы и нет? Да, согласен с тобой. Глупо бегать за детскими сказками. Ну, давайте продолжим вот это. Почему ты так уверен, что огней не существует? Как, в смысле? Ни один человек в мире не должен обладать божественной силой. Даже если боги и создали для себя какие-то там артефакты, их сила никогда не откроется человеку. Эти сказки придуманы, чтобы пугать детишек, если они слишком шалят, и чтобы развивать их воображение. Ну, сами посудите, нигде нет даже полного списка всех этих огней. Вот они вообще, а? Если бы огни существовали, был бы список. И уж точно их бы уже давно нашли. Представляете, Синдбад не апт. У него есть столько возможностей заниматься тем, что ему интересно, а он... Я бы точно не выбрал заниматься бесплодными поисками.
Я знаю, что плохо судить людей. Простите, Лолошка, пожалуйста. Но если бы вы захотели отправиться на поиски огней, я бы так не реагировал. Видимо, мне просто не нравится Синдбад, да? О, блин. Ну, получается, кстати, да, Абди, тебе не нравится Синдбад. Это называется предвзятое мнение. Ты, наверное, с таким еще ни разу не сталкивался, но вот, столкнулся. Стоп, кстати, а куда ты идешь? Абди! Ты в мою комнату, что ли? Куда? Погоди, это что, твоя комната? Да ладно, ты все это время около меня жил, а я-то думал где-то там. И стой, погоди, Абди! Я же хотел золото подарить, то есть золотую морковку. Ладно, у меня остается Сдерик, потому что я уверен, что ему явно понравится сэндвич с курицей. Он мне его сам дал, но я его не съел, поэтому... Эй, доброе утро, Лулошка! Ой, сейчас, подожди-ка. Знаешь, а мы уже все позавтракали, включая леди Акетру. Не часто встретишь богатую персону, которая встает раньше полудня, но Акетра всегда стабильно требует завтрак к 8 утра. Другим абдам, наверное, не приходится так рано вставать. А какие у тебя планы на сегодня? Да, честно говоря, подарить тебе чертов сэндвич. Хочу отправиться на Шахтерские острова. А ты не знаешь случайно кого-нибудь с инициалами СМ? Буду выполнять поручения Акетры, как любой приличный абд. Блин, на самом деле тут два варианта просто офигенные. То есть мы можем открыть новую локацию Шахтерские острова, либо просто узнать, кто такой СМ. СМ, если что, это инициалы, помните, из записки, которую мы нашли в сгоревшем доме. Мне кажется, что инициалы могут подождать, а вот Синдбад, с которым может что-то случиться на Шахтерских островах, не может подождать. Да, наверное, отправиться на Шахтерские острова. О как, на Шахтерские? И как же ты собрался туда попасть, Лулошка? Я надеюсь, ты не с Зарифом собрался плыть туда, а? О, не-не-не, Лулошка. Рядом с теми островами куча рифов. Это все знают. Там нужен корабль помощнее и прочнее. Даже чем у Зарифа. Да и к тому же там сильные подпесочные течения. О, нет. Зариф за такую работу точно не возьмется. А кто бы мог? Если честно, даже не знаю. Прости, Лулошка, но если ты точно решился, попробуй поспрашивать у кого-нибудь в порту. Но это будет точно не дешевое удовольствие. Запомни это. Так, сейчас погоди. Вот, возьми это. Подкрепись сначала. Утина, сэндвич что с это яйцом. тут у нас? Доброе утро. Лулошка, скажи-ка мне, для каких больших дел ты должен подкрепиться, а? Надеюсь, ты ничего от меня не скрываешь? Нет, ничего. Даже так? А по лицу Сдерика так и не скажешь. Значит так, Лулошка, на ближайшую неделю у меня для тебя нет никаких задач. Так что можешь заниматься чем вздумается. Но ты должен будешь предоставить мне отчет о том, как проведешь время. Поэтому, надеюсь, ты займешься чем-нибудь интересным. Чао. Какая добрая. О, это точно. Ну какая женщина, а? Что-то я прям переволновался. Стой, ты все? Ты есть будешь? Вот и поговорили. Так, слушай, вот, все, сделать подарок. Я хочу тебе сэндвич с курицей подарить. На. О, с курицей. Это офигенно, Лулошка. Фига, вы это видели сейчас? Зеленая мордочка пролетела. То есть новый интерфейс добавили. Прикольно. Статус отношений. Вот, да, положительные подарки, сэндвич с курицей и... О, нифига себе. Шкала отношений резко стала выше нейтральной, а по-моему было где-то здесь, да? По итогу что получается? Мы реально можем прямо сейчас пойти в порт и отправиться на какие-то острова? Слушайте, я не верю в это. Если это реально так, то меня удивят. Ладно, давайте возьмем на всякий случай зачарованное золотое яблоко. Кирка есть, лопата есть. Топор скрафтить мы, увы, не можем, потому что нету дерева. Нет, стоп, забейте. Каменный топор у меня есть, все окей. Забираем. Так, и по итогу я могу выйти, да? Да, супер. Хорошо. Здравствуйте. Я свободный абд. Я сегодня свободный человек. Поговорим? Не поговорим? На всякий случай обойдем здесь, все посмотрим. Мало ли что-то поменялось. What the fuck? Это что такое? Честно говоря, вот явно не такого я ожидал увидеть. Что? Какого черта утка-переросток почти как статуя?
Ты живая? Это пасхалка какая-то или что? Типа, никто не думал, то, что я буду бегать по городу? Нет, я буду бегать по городу, я буду все осматривать. Да, на самом деле видно то, что город куда живее, чем в других сезонах. Явно больше проработки. И, может быть, все-таки можно с кем-то повзаимодействовать. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Нет. Так, короче, как вы понимаете, я прямо сейчас иду в Форт Нара. Я там должен либо Зарифа найти, либо какого-то другого, не знаю, мореплавателя. Но, по словам с Дерека, мы точно поняли то, что лодка у Зарифа очень слабенькая. И на какие-то там шахтерские острова, где находится Синдбад, наверное, эта лодка не приплывет. Но в любом случае мы здесь. Здравствуйте. Торговать мы не можем. Подожди, чего? А, вот, можем. Тут, в принципе, все то же самое. А, нет! Погоди, новые предметы! Так, погоди, а если у тебя проверить? Да ну! Ребята, у них новые предметы продаются, ты погляди, а! Дубовое бревно купить можно, теперь не только продать. Вот это я понимаю круто, кстати. Ну-ка, погоди. Например, у металлоискателя. У него что-нибудь новенькое продается, покупается. Да ладно, ты погляди, сколько всего. Я могу теперь медь продать. Так, погоди, у меня было. Ё-моё, это ж какие деньжищи-то, а. И я могу сейчас за каждую медь получить по одному утену, потому что 8 слитков это 8 утенов. Поднять бы с тобой отношения, чувак. Ну-ка, какое задание? Могу ли я как-то помочь? Помощь? А мне-то откуда знать, что ты не очередной прохвост, который хочет меня обмануть? Да, вы уже много раз говорили это. Так, тебе нужны 2 железные кирки, без проблем, могу. 3 железа у меня есть. А, черт. Погоди, а может быть у тебя продается железо теперь, а? Так, могу продать, а могу ли купить? Не могу. Обидно. Не, ну то, что у всех начали появляться новые торги, это реально круто. Я могу теперь даже булыгу купить. Вау. Так, это мне не понадобится. Кстати, а что там... Зариф, вон он, нам надо, видимо, к нему. Кстати, я помню то, что вот у этого Томателло продавалось всего 4 вещи. А теперь сколько? Ема! У него даже яйца призыва мобов появились. Слушайте, мне нравится этот рынок. Он реально развивается. В общем, прежде чем мы подойдем к Зарифу, давайте спустимся в нашу шахту. Я, по-моему, где-то здесь прокапывал, да? Супер быстренько находим железо, переплавляем в левой руке. Господи, как же я обожаю то, что я это прокачал. Вот реально, это лучшее, что я мог прокачать. Переплавка в левой руке. Телепортируемся на рынок и, наконец-то, можем спокойно купить дерево. Если раньше я не мог этого позволить, то теперь не проблема. Так, 8 утенов, приобретаем. А булыжник, который только что добыли, по идее, можно продать, да? Ну-ка, пожалуйста. Да, Чего? 1 утен за целый стак! Ну ладно, мне он не нужен, поэтому покупай. Верстак я, благо, уже успел поставить в предыдущей серии. Кирки забираем. И обновление задания получаем. Сломанный инструмент. Блин, на самом деле прикольно то, что новый интерфейс появился. Это правда намного удобнее. Вот, забирай. А? Да ладно, неужели это... О, парень, спасибо тебе огромное. Держи. Это тебе за помощь. О, плюс 5 с кузнецом. Так, 14 утенов дали, плюс 2 железных скоробея, плюс 1 скоробей золота. О, ауритеховый и лазотеповый давай. Ну ладно. Так, ну чё, получается мне, Эй, добро пожаловать на портовый базар великого города Нарфанис. Овощи, фрукты, оружие, чай. Прошу, странствующие путешественники, торговцы, подходите. Да я уже все, что нужно было, купил, спасибо. Я иду к своему другу. Кстати... Это ж корабль Буриса, да? Бурис в городе? Интересная деталь. Эй, мам, ну серьезно, что такое? Как я могу помочь тебе? Ох, сынок, не мельтеши передо мной. У меня так не только спина, но и голова разболится. О, мама, но я же волнуюсь за тебя. Как ты будешь мне помогать, если у тебя болит спина? Ох, да уж справлюсь как-нибудь. Нет, мам, нет, не пойдет. Ты мне слишком дорога, чтобы горбатиться, когда плохо себя чувствуешь. Ох, то есть, когда я горбачусь, но чувствую себя нормально, то ничего страшного, да? Ой, мама, вечно ты мои слова перевираешь, а? О, Лололошка, выручай, прошу тебя. У мамы разболелась спина. Она даже встать нормально не может, посмотри. Надо сделать ей согревающий компресс из вареного картофеля. Я не могу ее тут оставить. Ты поможешь раздобыть штучек 5, пожалуйста. Да, вроде бы не проблема. Еще раз, как? Вареного картофеля. Погоди, возможно, у меня есть картошка. Да, шикарно. Тогда, конечно, давай. Ох, благодарю. Я Так. буду ждать тебя здесь.
Все? Окей, блин, ну просто тут мам, корабль ты Буриса, только а давай, могу ли я сейчас держись, подойти и, может быть, пожалуйста. встретить его, а? Hello! Может быть, спуститься могу, не? Подожди, чего? А, ты посмотри, люка нет, то есть спуститься априори не могу. О, какая несостыковочка, а? Так, ну, ладно, Буриса нет, сундуки пустые. Где мне его искать, как мне его искать, это уже явно не моя забота, да и вряд ли это какая-то забота. Картофельный компресс. У матери Зарифа разболелась спина. Зариф говорит, что ей поможет согревающий компресс, для которого я должен раздобыть 5 картофелин. А, то есть просто картошка. Фе. Так это же вообще не проблема, у меня уже давно это есть. Забираем. О, обновление задания. И все. Мне нужно просто отдать тебе, да? Вот. О, ой, Ага. наконец-то, Лололошка! Мамины охи и вздохи уже начали действовать мне на нервы, ты не представляешь. Эй, мамуля, смотри! Этот добрый человек принес тебе твою картошку. Сейчас, отварю я ее, мам, не волнуйся. Сделаем тебе компресс. Эй, ты можешь посидеть пока с ней? Я готовлю. Это полчаса максимум, серьезно. Сейчас буду, скоро буду. О, да. Хороший он парень, мой сын. Да вот только очень боится нищеты. Это моя вина, конечно. Когда мы жили на Гезире, у нас почти ничего не было. И я волновалась за его будущее. Постоянно говорила, что он должен много работать, чтобы обеспечить нас. Что он сможет достичь чего-то только если сможет зарабатывать. Ой, спина. Ой, в итоге он совсем на деньгах повернулся. Ни с кем никогда не дружил. Ни разу даже девушку не приводил. Представляешь, когда его отец умер? Зариф взял на себя заботу обо мне. Перевез меня в Нар. У него тогда была своя овощная лавка. Ох, он всем рассказывает, что сам решил заняться мореплаванием. Хотя на самом деле у него отобрали лавку местные бандиты. О! Он у меня очень жизнерадостный. Каждый удар судьбы воспринимает покорно. Хе-хе. Не падает духом, да, Зариф? Истинный сторонник Монту. Мама, ты зачем это все? Ложись, я тебе сейчас все сделаю. Слушай, подожди меня лучше на суше, а, Лолошка? Я к тебе приду, но как только с мамой закончу. Ох-ох-ох. Спасибо, что выслушал старушку. Надеюсь, я тебя не утомила. Всего доброго. Да нет. Вот так вот мы и узнали чуть больше истории про Зарифа. То есть у него, получается, отжали рынок. А, ты все уже? Ты закончил? Так быстро? О, да, я все. Еще раз спасибо тебе огромное, что помог, Лолошка. Каждый раз, когда мама болеет, я нахожусь в жутком смятении. С одной стороны, нужно бежать ей за лекарствами, доктором, а с другой, очень страшно оставить ее одну. Наверное, поэтому мама так хочет, чтобы я женился, чтобы было кого за врачом посылать. Слушай, я только сейчас понял, ты же сегодня сплавать хотел, да? Мне бы пригодились утены. Может, если маме станет лучше... Так, тебя что, отвезти на проклятый континент, да? Нет, мне вот. Я хотел узнать у тебя, не мог бы ты отвезти меня на Шахтерские острова? А? О, Лолошка. Слушай, конечно. Я рад, что ты так высоко оцениваешь мою малышку, но... Нет, с теми песками ей не справиться. Нет, точно, нет, исключено. Что? Все? Подожди, ты серьезно? Ну так и что? Решил все-таки плыть на проклятый континент, да? Нет, я хочу на Шахтерские острова. Не, я сказал тебе, это слишком опасно. Не, ну на проклятый континент я точно не поплыву, я не буду тратить на это деньги, у меня и так их не то чтобы много. Так, наверное, мне нужно найти какого-то другого чувака, который меня отвезет, да? Потому что у него в целом все равно кораблик-то такой, у Зарифа. Бурис, если он здесь, значит мне его по-любому надо найти, но где? Так, короче, ребят, я тут реально бегаю, не понимаю, что мне нужно делать. Я все-таки решил написать, типа спросить, что нужно. И оказывается, нету никакого Буриса, то есть мне не нужно с ним связываться. Но я кого-то пропустил, вот так вот мне сказали.
То есть мне нужно кого-то найти. Блин, такие, конечно, подсказки. Может быть, ты, кстати? Добро пожаловать! Чего изволите приобрести сегодня? Нифига себе! Я могу с ним поболтать, оказывается, если нажать. Чего желает купить путник на чудесном портовом рынке? Вмиг приведу вас к нужным товарам. Были бы у вас утены. Так, смотри. Оружие, металлы, броню и кожевные изделия, гончарные изделия. Меня интересует другое, ювелирные. Давай, меня интересует другое. Так, зелья, магические товары, морепродукты. Хорошо, допустим, я нажму оружие. О. Вау! Погоди, чего? Это прям мой путеводитель. Ты погляди, как это круто сделали. То есть я по нему нажимаю. Допустим, меня интересует древесина. Я нажимаю древесина, и меня телепортирует к древесине. Вау! Как они додумались до этого? Это 10 из 10. Это так удобно. 10 из 10. Я еще раз похлопаю. Каждую серию я готов хлопать разработчикам, потому что это реально гениально. Такой-то путеводитель. Но при всем при этом я не понимаю, что я мог пропустить. То есть мне четко по сюжету намекнули, что я кого-то пропустил. Мне даже подсказку жирную дали, но я не понимаю, что мне делать, реально. Ребят, короче, мне только что написали информацию, которую я даже не просил. Мне сказали, что ты можешь найти Буриса. Он находится в Нарфанисе. Город, конечно, не маленький, но мне что-то вдруг стало интересно. А получится ли у меня? Ну-ка. Офигеть! Походу, я нашел храм поклонения Роносу. Ой, боже, это кровь! Пипец, если на самом деле вот так вот ходить по Нарфанису, так много всего можно найти. О, да ладно. Опа! Эй, здорово, парень! Ха-ха-ха! Чего ты так удивленно смотришь-то? Для тебя же вроде не секрет, что я в Наре торгую. Или ты что, думал, я чем-то другим промышляю? Не-не-не-не. Эта лавочка – мой основной заработок. Я нахожу всякие интересности по мистру, а вот богатеи эти интересности покупают. Все постоянно хотят поражать друг друга необычными безделушками. Не думаю, что тебе захочется что-то у меня купить, но поглазеть можешь. На, смотри. Обалдеть, мы реально встретили Буриса. Боже, это так круто, такой интерактив. Вот тут похлопаю, все похлопали. Давай дальше. Так, ведро с рыхлым снегом. Чего? Снег в Египте? Прикольно, прикольно. Шляпа забытого. Неаполитанское мороженое. Четырехлистный клевер. Ну, честно, я бы не сказал, что у тебя продается что-то ого-го. То есть, оказывается, все это время это твоя лавочка. А я еще в предыдущей серии заметил то, что странные товары продаются здесь. Ну ладно, ладно, все, Буриса встретили. Это правда. Действительно, сюжетных персонажей можно встретить просто так. А теперь, пожалуй, возвращаемся. У меня есть только догадка, то, что мне нужно просто какой-то рандомный квест выполнить, и мне дадут какую-то информацию. Вот просто так. Допустим, ты. Здорово, предложить помощь. Нужна ли вам помощь в чем бы то ни было? Ты кто, пацан? Я говорил этот диалог уже точно так же, как и все другие. Но так и быть, я бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Слушай, но раз ты предложил помощь, может быть, ты раздобудешь необходимое? 16 кусков лунного булыжника. Это что такое? Погоди. Во, нашел. Лунный булыжник. Это явно не просто все так, поэтому сорян, в другой раз. Давай что попроще. Предложить помощь. Могу ли я как-то помочь? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что нужно? 4 бутылочки с пчелами до конца дня. Во, бутылка с пчелой. Не, ну это как будто нереально выполнить. Где мне пчел взять? Алло. Сорян, в другой раз. Так, ладно, ребят, это уже смешно. Я реально еще раз спросил, что мне нужно делать. Мне сказали, что ищи на корабле. Эти подсказки. Эти подсказки! Господи! Чел стоит, реально! Просто соседний корабль все это время! Ема, я потратил на это минут 20 сейчас, ребята! Ой, ты куда это, парень? На корабль решил пробраться? Что-то ты больно в лоб лезешь. Для таких планов нужно аккуратнее действовать. Поверь мне, как капитан этого корабля тебе говорю. Ты что, хочешь сбежать из Нара? Или есть какое-то конкретное направление? Не, я не пытаюсь пробраться, я спросить. Так, да знаешь, надоела эта скучная жизнь Абда. Хочу сбежать куда подальше. Я хочу добраться на Шахтерские острова. Я просто так мимо проходил. Простите, пожалуйста. Хочу добраться на Шахтерские острова. Зато честно. Нет, парень, нет. Так не пойдет. Я бы мог предложить тебе место в моей команде, но просто так куда-то вести.
Тем более на Шахтерске? Мы, конечно, туда собираемся, но только через месяц. Так и быть, я готов тебя взять. Но... это будет стоить 400 утенов. Если еду свою брать не будешь, то 420. Что? Дорого для тебя, да? У тебя есть целый месяц, чтобы накопить. Жду. Удачи. Ты подожди, может поговорим еще раз? Нет? И как это двигает сюжет? Подожди, мне целый месяц 420 утенов копить? Это же звучит как бред какой-то. Ну как мне это помогло? Так, ладно, тогда у меня, если честно, по нулям идей. Ну-ка, с тобой еще раз поговорить можно? Нет? О, нифига, зато как шкала отношений выросла, ты посмотри. Положительные подарки, все такой же изумруд. И это явно все равно не то, что мне надо. Кстати, старушка, а может быть ты скажешь что-нибудь, нет? Нет. Итак, ребята, официально, сегодняшняя серия — это рекорд по обращениям за помощью. Я опять спросил, что мне нужно делать. Оказывается, Зариф может согласиться, если у меня с ним хорошие отношения. Именно поэтому за квест со старушкой мне дали плюс 15 репутации. Вот оно чё. Короче, механика очень странная. Я не знаю, вот это не тот момент, когда я хочу похлопать разработчикам, потому что это непонятно, как минимум. Но, в любом случае, это прикольно. Только как мне ему что-то подарить, если у меня ничего нет? Не самое лучшее, но все-таки попытка. Прямо сейчас мною найден алмаз. И да, этот алмаз я попробую подарить Зарифу. Тихо, мертвый шахтер, не надо, не надо. Успокойся. Так, Зариф, сделать подарок. Ух, а ты хорош. Решил все-таки плыть на проклятый континент? Нет, хочу на Шахтерские острова. Ах, да что ж ты все про острова, да про острова, Лололошка. Что, очень хочешь туда попасть, что ли, да? Это новый диалог. Да. Ах, медом там, что ли, тебе намазано? Ладно, хорошо, Лололошка. Ради тебя я готов попробовать. Ты же не гневал ничем Монту или Роноса за последнее время, м? Нет. У меня вообще на самом деле нет благословений, но нет, не гневал. Ладно. Можем отправляться прямо сейчас. Но учти, это тебе не проклятый континент. Знаешь, билет обойдется тебе в 50 утенов. В одну только сторону. Все, жду. Сколько? 50 в одну сторону. Я так понимаю, скидку он никакую не даст, поэтому мне нужно 100, да? Звучит как легчайший вызов. У меня есть медные слитки, я богатый. Сейчас столько продам, столько заработаю. Ну-ка давай, воспользуемся. Я хочу металлы. Идеально. Вот так вот легко телепортируемся и вот так вот легко продаем. Оставим какую-то часть. Кстати, а алмазы у тебя можно продавать? Ну-ка. Так, алмаз. Да. Чего? 1 алмаз, 4 утена. Вы понимаете, я могу прямо сейчас зачаровать свою кирку на удачу. Ну, не прямо сейчас, а могу. И после этого у меня будет очень много алмазов. Я же с проклятого континента не забрал стол зачарования. Фак. Так, погоди-ка, а по-моему был какой-то чувак, который продает зачарование, да? Да, скорее всего это магические товары. Телепортируемся. По-моему это то, что мне надо. Защита, сопротивление, мне нужна удача. Так, верность 2. Дайте мне, пожалуйста, удачу. Вот оно. Купить за 50. Мы покупаем. Еще покупаем. У меня будет удача 3-го уровня. Еще есть удача. Да ты чё? Но мне в любом случае тогда сейчас нужна наковальня. Может быть, у кого-нибудь тут есть? Наковальня! Наковальня. Простите, пожалуйста. Я очень я прям сильно извиняюсь. Блин, и теперь нужна какая-то железная новая кирка, да? Не проблема, мы очень быстро добываем это железо. Тут же переплавляем, нормально. Верстак ставим и новую кирку забираем. Она, конечно, не зачарована на эффективность, но тем не менее удача это тоже прикольно. Так, сколько стоит? 7 уровней, у меня 8. Просто идеально, божественно. А почему я это делаю на самом деле прямо сейчас, а не потом? Дело в том, что мы сейчас идем на какие-то шахтерские острова. Я все это время думал о названии шахтерские. То есть вполне вероятно то, что там будут какие-то залежи алмазов, изумрудов. И если у меня сейчас появляется кирка на удачу, то мы наверняка добудем много. Именно поэтому я так жестко не торопился с Зарифом, но теперь я реально готов. Так, что получается? Все. Заплатить 50 утенов. Поехали. Ох, и чего ж я согласился-то? А что, это прям настолько опасно, что ли, будет? Ну, вроде плывем. Вроде все нормально. Так, старушка, кстати, куда-то пропала, но, видимо, не до нее сейчас. Поговорим? Я попросил свою маму остаться дома. У нее спина еще не до конца отошла. Соседка обещала за ней присмотреть, да.
Слушай, я, конечно, знаю, как плыть на Шахтерские острова, но я совсем не разбираюсь в песчаных течениях. Надеюсь, что про их суровость это все просто слухи. В конце концов, я проплываю совсем рядом, когда вожу тебя на проклятый континент. Да. Ох. А? Это что такое? Подожди. О боже! Боже, боже, что это? Я ничего не вижу! Тьфу! В рот забивает! Я теряю управление! Я теряю управление, ловушка! боже! Что? Вот. Там было написано что-то про Монту. Там... Моя малышка! Моя красавица! Что же теперь делать? Что это? Что? Защищайся, Какого ловушка! черта? Эй! Нет, стоп! Не погибать! Что? Емать! Нет! Моя рука! Отпусти мою руку!